Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодняшнее видео открывает новую рубрику, у которой, наверное, пока будет рабочее название «Вкусняшки для тела». Посмотрим, насколько это название останется в таком виде, но это как раз передает в точности то, что будет в этой серии видео. А именно в этой рубрике я буду собирать для вас рецепты и будем готовить вместе свежие скрабы для лица и тела. Ингредиенты будут достаточно простыми для разного настроения, для разных сезонов и времен года. Все рецепты я буду сводить для вас вместе, потом вы сможете их увидеть здесь ниже под видео, а также найти их на моей странице в Инстаграме и Фейсбуке. Все ссылки я тоже оставлю здесь ниже под видео. У нас сейчас сентябрь на дворе, и сегодня я приготовила для вас 3 рецепта скраба для тела, которые помогут нам еще раз окунуться в атмосферу и свежесть лета. Эти 3 скраба на основе сахара, но это, наверное, самая не только безопасная, но даже полезная форма сахара для нашей фигуры. Поэтому давайте посмотрим, чем же мы сможем сегодня себя порадовать. Сегодня мы делаем скраб из розового грейпфрута с цедрой, из апельсина и свежего имбиря, и делаем скраб с огурцом и свежей мятой. Помимо этих ингредиентов нам понадобится в качестве основы, как я уже упомянула раньше, сахар. И здесь мы берем самый обыкновенный белый сахар. Можно, конечно, взять и коричневый тростниковый, но грейпфрут, и апельсин, и особенно огурец имеют более светлый цвет. И лучше, наверное, все же взять белый сахар, чтобы не перебить у скраба итоговый цвет, чтобы был как раз цвет ингредиента, лежащий в основу скраба. Это цвет апельсина, грейпфрута или такая легкая огуречная и мятная зелень. Второй базовый компонент – это кокосовое масло. Оно теперь уже перестало быть какой-то экзотикой, и, в общем-то, за ним уже не нужно ехать куда-то далеко, в жаркие страны и покупать его там. Его можно найти как в магазинах косметики, так и на полках в супермаркетах. Для скраба, в общем-то, не важно, какое масло вы берете, это не должно быть обязательно масло с продуктовой полки. Но, конечно, чем выше качество масла, тем лучше. Поскольку масло застывает при температуре ниже 24 градусов, лучше хранить масло в баночке с достаточно широким горлышком, для того, чтобы можно было удобно взять это масло тогда, когда оно немножечко застынет. Однако кокосовое масло тает очень быстро, и если его поставить под горячую воду, да, или в какую-то емкость с горячей водой, то оно оттает очень быстро и можно будет сразу пользоваться. Для хранения наших скрабов нам понадобится пара баночек, опять же с более широким горлышком для удобства, приблизительно объем 150-200 грамм или миллилитров. Я предпочитаю стеклянные баночки, вот у меня вот такие вот. Можно еще найти альтернативу, вот такие вот, да, в Икее, они тоже очень практичные и удобные. Если нет под рукой таких специальных стеклянных маленьких баночек, то у меня всегда есть в запасе одна из пустых баночек из-под моих закончившихся косметических средств. Вот моя самая любимая из-под бальзама для снятия макияжа Клиник. Она вот такая, она абсолютно, да, круглое горлышко, совпадающее с его формой, очень удобная, и я как раз периодически храню здесь свое кокосовое масло, потому что здесь оно, конечно, прекрасно набирается в руку. Так что и для наших скрабов хорошо взять что-то подобное, чтобы потом было удобно набирать его в руку. Плюс эти скрабы могут храниться в холодильнике до нескольких месяцев, и поэтому, наверное, все же лучше взять стеклянную упаковку для того, чтобы, конечно, было более безопасное хранение наших свежих скрабов. Ну, безусловно, такие баночки, они так хорошо и очень мило выглядят, поэтому мне кажется, что если приготовить немножко большее количество скраба, то это может быть хорошая идея для небольшого презента для мамы, для сестры или для подруги. Когда они нас в воскресенье пригласят на чай с пирогом, мы уже пойдем не с пустыми руками. Итак, наш первый скраб будет с грейпфрутом. Для этого мы берем 100 мл растопленного кокосового масла.
60 грамм обыкновенного белого сахара и половинку грейпфрута. Поскольку также в скраб будет входить и цедра грейпфрута, я советую натереть цедру до того, как вы разрежете фрукт, потому что это, в принципе, просто более удобнее так работать. Соответственно, натерли цедру и потом разрезаем на половинку и берем половинку сока грейпфрута. Соответственно, в небольшой мисочке мы смешиваем масло, сахар, сок и немножко мякоти грейпфрута и немножко цедры. И цедра добавит нам легкую такую пряность масла от цедры. Все перемешиваем и смотрим, какая консистенция. И уже по желанию можно сделать консистенцию поплотнее, если вы хотите, либо добавить немножко больше цедры или сока. Перемещаем все это в баночку, закрываем, ставим дату изготовления и отправляем в холодильник. Второй скраб у нас будет с апельсином и свежим имбирем. Можно, конечно, взять и сухой имбирь, но поскольку наш скраб будет таким, так сказать, холодным блюдом, то сухой имбирь может, наверное, нам не отдать весь свой аромат и всю свою пряность. Поэтому мне кажется, что если есть возможность, то лучше, конечно, использовать свежий имбирь. Соответственно, опять в мисочку наливаем наши 100 мл кокосового масла, 60 грамм сахара, берем половинку апельсина, выжимаем из него сок, немножечко мякоти и натираем на мелкой терке наш имбирь, для того, чтобы у нас получилось приблизительно 2 чайных ложечки тертого имбиря. Здесь, наверное, я еще могу добавить то, что и в этот скраб можно добавить цедру уже апельсина, да, как в предыдущем нашем скрабе с грейпфрутом. И у нас будут такие веселые оранжевые вкрапления в текстуре нашего апельсинового скраба. Опять переносим все в баночку, закрываем, пишем дату и в холодильник. И третьим нашим скрабом будет скраб со свежим огурцом и со свежей мятой. Натираем огурец на мелкой терке, мелко нарезаем листики пучка мяты и смешиваем их с кокосовым маслом и с сахаром. Здесь надо посмотреть, сколько огурец может отдать сока. Можно добавить еще немножко сахара, если вам покажется, что консистенция скраба недостаточно плотная. Здесь также хочу отметить, что для любителей более насыщенных ароматов мяты или цитрусовых, да, если мы берем наши 2 предыдущих рецепта скраба, а также для, в принципе, любителей эфирных масел вообще, хочу сказать, что во все скрабы также можно добавить пару капель эфирного масла. Поэтому, если мы говорим о рецепте нашего скраба с огурцом и с мятой, то, например, в этот скраб можно добавить пару капель эфирного масла мяты. Если мы говорим про скраб с грейпфрутом, вот здесь у меня есть тоже эфирное масло грейпфрута. И, кстати говоря, у меня вот это компания Botanical Essence, эфирные масла. Также у меня есть масло от Young Living, и это все натуральные эфирные масла, и они нам дадут еще больше эффект от такого скраба. Так что при желании можно добавить еще и, соответственно, и пару капель эфирного масла. Если ваш скраб в холодильнике через некоторое время вы увидите, что его ингредиенты немножко разделились в баночке, то вы просто перемешиваете скраб чистой ложечкой и ставите все обратно в холодильник. Так что все наши скрабы, они все могут храниться у нас до нескольких месяцев в закрытой баночке в холодильнике. Вот такими рецептами я хотела поделиться с вами сегодня. Всем отличного дня! Ну а я пошла делать подборку для следующих вкусняшек для тела. Увидимся в следующем видео.